Вот так вот начинается мое утро. Всем привет, ребята! Ну что, сейчас у нас следующий день и следующий влог правильного питания, почему бы и нет. И сейчас у нас 8 часов утра, Эмма меня разбудила, и вот мы сейчас вышли с ней немножко прогуляться. Потом я уже сделаю себе завтрак, обычно я ее выгуливаю, кормлю ее, а потом уже себя вместе с Димой. Так что вот кто у нас тут главный член семьи, оказывается. Think of all the world and its possibilities. I wanna climb a mountain that's more than my strength. I'm just a man and I'm waiting on. Ну что, ребят, моя тренировка окончена, и сейчас я хочу сделать кардио-тренировочку небольшую. Планирую хотя бы полчаса походить по степеру. И хотела вам рассказать по поводу кардио-тренировок. Они все-таки присутствуют в моем тренировочном дне. Конечно, не каждую тренировку, но я стараюсь хотя бы, допустим, через раз какую-то кардионагрузку себе давать. И в особенности это велосипед. Велосипед я просто обожаю. Это не монотонная, веселая кардио-тренировка может пройти, особенно если куда-то в парк ехать. Я просто обожаю велосипед. Что касается беговых дорожек или каких-то тренажеров, то тут мне уже нужно себя заставлять как-то. И более-менее такой подходящий, терпимый вариант для себя я нашла — это степер. И я обычно себя как-то отвлекаю в такие моменты, когда мне нужно что-то монотонное делать. Я или включаю музыку в наушниках, или какой-то фильм скачиваю на телефон. И еще в течение где-то 2 недель я сочетаю приятное с полезным. Если вы заметили, у меня зубы как-то посветлее стали. Я отбеливаю сейчас зубки такими вот полосочками. Это английская марка, и в этой коробочке 28 пластинок. И что самое интересное, в течение 20 минут где-то так они полностью растворяются в вашем рту. То есть это удобно очень, в особенности для таких активных людей, как я. Мне нужно ничего отшкрябывать, бежать в туалет, что-то смывать, какой-то гель или капы какие-то снимать. Это очень удобно. Так что я побежала на тренажер, цепляю свои полосочки, и хотя бы 30 минут я проделаю свое кардио. Кстати, сегодня мы в новом зале находимся. Это тоже зал Power Straight Gym, только он находится немножко в другом месте. И здесь просто потрясающая площадка для кроссфит. Тут можно посмотреть телевизор в то время, как вы делаете кардио. Вот эти вот ступеньки, на которых я только что занималась. Здесь такая крутая раздевалка. Я сейчас вам покажу. Когда входишь, здесь уголочек с умывальниками, с огромным зеркалом, и вот эти вот шкафчики, знаете, как с этих фильмов американских, очень классно так смотрится, и это огромнейшее крутое селфи-зеркало, блин, это очень классно, так что я думаю, я сегодня им воспользуюсь. Конечно же, душевые кабины, очень все комфортно, очень уютно, туалет, целых 2, один для инвалидов, и, ух ты, а что это такое? О, еще один, прикольно, и еще один туалет. А здесь что?
И еще один туалет. Ничего себе, 3 туалета. Вот это да. Следующая зона, силовая зона. Здесь такие более тяжелые тренажерчики. И есть огромная зона со скамьей, то есть для жима. Все для жима лежа. Много чего интересного. И это еще не все. Есть отдельный зал. Отдельный зал с гантельками. Вот что у нас здесь. Просто зашибись, как круто. И все в таких черно-красных тонах. Мне очень нравится. Теперь такой привкус мятный во рту. В общем, мы уже сейчас позанимались. И самое интересное, что эти полоски даже не мне больше нравятся, а моему мужу Диму, потому что когда я их одеваю, однозначно полчаса я могу молчать и не сбивать его с дороги, не подсказывать ничего. В общем, я сейчас делаю перекусик, мы взяли с собой... Ой, он растаял. Слушай, они тают. Потому что у нас сейчас вообще-то 30 градусов тепла. Тут, блин, через 2 недели Новый год, ну, у нас 30 градусов тепла. В общем, перекушу сейчас батончиком, и мы поедем, наверное, немножко прогуляемся в Флорида Молл. Тут рядом с нами есть такой огромнейший торговый центр. И уже как раз потом, наверное, дома я пообедаю. Мы уже дома, и сейчас я сделаю на гриле вот такие вот стейки свинины на костях. И мне больше нравится на костях, действительно, потому что как-то сочнее, что ли, мясо получается, еще плюс на гриле. И еще поставила водичку закипать. Сделаю вот такие вот стручки фасоли. Сварю, наверное, их просто и немножко подсолю. Я, по-моему, ни разу еще не покупала такие. Думала обжарить, но мне кажется, нужно их сварить сперва. Кстати, многие мне писали и говорили, как так, свинина, это же не диетическое мясо. Я полностью с вами согласна, но я люблю. Я не знаю, я ничего не могу с собой поделать. Я уж лучше буду тренироваться больше, но вот как-то я люблю стейки свиные очень сильно. Кстати, хотела вам показать, недавно были там на соревнованиях спортивных, и, конечно, после разных соревнований можно очень много чего полезного с собой унести. Это малая часть от того, что осталось. Очень много разных пробников, протеина разного. Все детство хотела иметь лазер и мучить свою псину лазером. Эмма, смотри, что здесь? Эмма, вот это да! Эмма, вот это да, что происходит? Красная точка. Ее никогда не поймать. Все, Эмма, кушаем. Эмма, кушаем. Давай, вперед. Кушай. Опа. Очень удобно. Хотела показать вам очередную индейку, которую я замариновала. Она у меня стоит уже 3-й день, и завтра я, наверное, ее буду запекать. И в этот раз индейку мы взяли действительно очень большую, она даже больше, чем прошлые. И я планирую, чтобы ее нам хватило... Ну, как вы думаете, насколько? Ну, точно, больше, чем на неделю, потому что она просто гигантская. Расскажу еще пару секретиков маринада, потому что я мариновала сначала... Вот обмыла, естественно, избавилась от всяких там внутренностей ненужных и замариновала индейку с помощью соли и чесночка. Так она мне постояла 1 ночь. И на следующий день вечером я еще добавила немножечко сметаны, смешанную вместе с лаймом, соком лайма. И еще у меня была паприка. Вот эта красненькая, это паприка. И еще раз замариновала. То есть она у меня 2 раза мариновалась. И вот так она у меня стоит уже сутки. И завтра вечером, где-то днем, вечером я ее буду запекать. Я думаю, что буду я ее запекать часа 4, ну так это 100%, я думаю. Ну посмотрите, она просто гигантская. Честно говоря, мне просто руки чесались. Если бы кто из вас смотрел сериал «Друзья», мне просто руки чесались надеть ее себе на голову и станцевать этот танец Моники. Если вы понимаете, о чем я.
Ну что, я приготовила себе ужин. Там, как вы видели, были остатки одного стейка, вот эти вот стручки фасоли. В общем, в принципе, вкусные получились, но, как мне кажется, лучше все-таки их жарить. Яйцо, 4 яйца, салат, чуть-чуть огурчика, что у меня здесь еще... Так, да, и кукурузка консервированная. В принципе, все. Я думаю, я это все съем. Тем более, я сейчас буду смотреть фильм. Поэтому за целый фильм, за 1,5 часа, я думаю, этот салатик у меня уйдет. Сижу тут, читаю ваши комментарии в Инстаграме, и очень многие под нашими совместными фотографиями с мужем, и в особенности под его личными фотографиями, спрашивают, как же мы так похудели, как мы пришли в форму. Дима на самом деле никогда не был таким худым и просушенным, как это у нас получилось. И многие, наверное, ждут какого-то, не знаю, ответа о каком-то препарате, таблетке, не знаю, волшебном слове. Для меня, наверное, это немножко странно, потому что в течение уже, наверное, 5 лет, сколько я веду канал, я вам толкаю одну телегу, что только спорт и правильное питание в сочетании и в регулярном сочетании приведут вас к вашему идеалу. И не нужно тратить время, вы действительно просто тратите время свое на вот эти вечные расспросы, как, поделитесь секретом и так далее. Вы просто в это же время можете зайти на мой канал, включить тренировки или же, допустим, просмотреть влоги правильного питания. Конечно же, 100% не нужно это все отражать на себе, потому что питание это индивидуальная вещь, тренировки тоже, но просто берите и делайте, ребят. Ну, как бы, давайте не будем тратить свое время на какие-то поиски причин и поиски каких-то волшебных секретов. Так, у нас уже почти 9 часов вечера, я, наверное, буду цеплять себе второй раз полосочки Ригель, одну наверх, одну на нижний ряд зубов, и, как вы помните, утром я цепляла и вечером. Осталось совсем немножко в моей коробочке, потому что Диме очень понравилось, как у меня результат просто от первого же применения, поэтому он тебе тоже будет отбеливать. И, кстати, я вам не показала, вот эти полосочки пришли в вот такой огромной коробке. И здесь, кстати, была такая знакомительная информация, и что касается этих полосок, то здесь очень много у них плюсов, они не содержат перекиси водорода, удаляют зубной налет, подходят для чувствительных зубов. Очень хотелось бы сделать на этом акцент, потому что после них у меня впечатление, что я будто бы почистила зубы, то есть вообще никакого дискомфорта, и они отпиливают до 5 тонов. В принципе, это мне достаточно, потому что, как вы видите, у меня нет слишком желтых зубов, но в то же время я частенько пью кофе, поэтому белизну все-таки хочется поддерживать. Также они растворяются на зубах, как я вам говорила, безопасны для зубной эмали, убивают бактерии, и потом вот такой вот мятный холодок, очень приятно. Но если вы тоже заинтересовались вот такими полосочками, тоже хотите их попробовать, я оставлю вам в описании под этим роликом специальный промокод, который вы сможете использовать на сайте Ригель, и вы получите скидочку 10% от меня. Так что пользуйтесь, а я нацеплю свои полосочки и буду, наверное, смотреть фильм. Ну что ж, буду заканчивать сегодняшний влог казиновым протеином перед сном, буквально за полчаса до сна. Блин, мне нужно купить нормальный какой-то шейкер, потому что как-то, ну, не очень пить из стаканчика под названием Кока-Кола. Но ладно, в общем, сейчас выпью казиновый протеин и где-то через полчасика буду спать. И вам спасибо большое, ребят, за просмотр. Будем с вами прощаться. Да, Эмочка? Все, прощаемся, сладкое. Все, ребят, всем пока.